Ребята, мы сегодня здесь и будем тестировать новый тренажер для сноубордиста. Это необычная разминка, придется напрячься, да еще сильнее, чем обычно. 3 технологии, которые помогают сноубордисту быть богом. Можно ли сделать бэкфлип на тренажере? Максимально опасный трюк на этом тренажере. Ну, повернула вообще, я хочу уже уехать на ней, реально, вперед. Мне становится страшно, блин. Перед нами экран, потому что сейчас будет полное погружение, так сказать. Ой-ой-ой, что куда мы... Забудь про это дерьмо. Ребята, мы сегодня здесь, в Urban Ski, и будем тестировать новый тренажер для сноубордистов. Я на нем ни разу не катался, но, как вы помните из прошлой серии наших познавательных передач, мы тестировали ковер-самолет, ссылочка где-то здесь, внизу или вверху. И сегодня, пойдемте за мной, будем тестировать тренажер SkyTech. Насколько это полезно для сноубордистов. Мы сегодня постараемся в этом разобраться. Я очень надеюсь. Погнали. Пойдем. Все, мы можем начинать. Расслабляет ступню? Вообще, тоже такой, знаешь, как будто массаж сам себе делаешь. Ты знаешь, как сам себе доставить удовольствие, бро. Ладно, хватит про дзюбинг. Дальше покинем. Чё? Ты мне, может, аккаунт на OnlyFans завести? Может, ну этот сноуборд, будем деньги зарабатывать нормально. Мне кажется, я где-то видел это упражнение на уроке физкультуры. Чё, как там потный носок поживает? Нормально? Я думал, мы отдыхать будем здесь, там чисто, знаешь, я прихожу на город, а это необычная разминка, придется напрячься, да еще сильнее, чем обычно. Я не понял. Мне кажется, я видел ролик с Траволтой из фильма 90-х. Да-да-да. Продолжаем. Я думал, надо полежать, отдохнуть, потому что, может быть, я устал. Да, ребят, свои ботинки — это всегда лучше. Можно брать свои ботинки. Расскажем по технике, по тренажеру, как он устроен, как он взаимодействует. Мы же пришли сюда за результатом, но нужно понять, реально эта тема работает или нет. Что мы там сопли по рукавам рассусоливаем. Аэробикой занимаемся, какой-то йогой, блин. Сейчас мы все, идем рвать вообще просто тренажер. Сейчас наберем больше всех просмотров и лайков на этом тренажере, потому что мы сегодня планируем делать трюки. Ну, например, бэкфлип. Можно ли сделать бэкфлип на тренажере? Бэкфлип не получится. Если я не пробовал этот трюк, это не значит, что я не могу его сделать. Пробовал ли кто-то сделать бэкфлип на этом тренажере, скажите нам? Я не знаю. Не видел. При мне нет. Ты сразу же заподозрил, что мы не просто так разминались, что Конечно. к чему-то это все-таки приведет. Говорят, может, не надо. Мне становится страшно, блин. Я смотрю, там какой-то компьютер. Мне стало очень интересно. Новые технологии 21 век, что это такое? Я на самом деле слышал, что тренажер 10 лет назад еще изобрели, правильно? Еще раньше. Это наш. Российский тренажер. Да. А за границу мы продаем их? В основном китайцы. Покупают. Парами ставят в торговых центрах, устраивают тотализатор, кто быстрее доедет. А, это не для спортсменов, а для развлечения. Отлично, мы сегодня развлекаться будем. Так, ну ладно, что там с компьютером? Показывает, как человек стоит, насколько он законтролирован. Офигеть, ничего себе. Уклон от 15 могу до 40 градусов. И, соответственно, задаю скорость движения по этой дуге. Если человек падает, то машина останавливается. Соответственно, когда вы едете в дуге, это карвинговый тренажер, возникает определенная сила, которая вас стремится выкинуть из поворота, а вы должны ей противостоять. Я вижу здесь разные... Здесь множество всякого Small всего, bumps. да. То есть я могу задать жесткий снег, я могу задать мягкий снег, я могу задать изменения по
синему, красному и черному типу по типу трассы. По типу трассы. Да. Я могу задать вибрации, Это бугры. Бугры, да, я понял. Причем эти бугры я могу задать как сильные, так и слабые. И также могу задать вероятность их появления при превышении угла, который я тоже здесь задаю. То есть ты едешь, угол заготовки стал больше 15 градусов, и вдруг бугор с вероятностью 60% тебе под ногу. Бугров тут нету. Я был на буграх недавно. Прям вот в Кировске мы гоняли. Такие вот хреновины по полметра. Чуть-чуть тебя расхлебало, а ты вылетел на 1,5 метра оттуда. Здесь это, конечно, тренажер не позволит нам убиться так. Так ну что будем пробовать, ребята? Я, честно говоря, боюсь. Не знаю, к чему вообще. Меня жизнь к такому не готовила. Это хорошо, что я есть у вас. Вы можете посмотреть видео. Я за вас сейчас попадаю, там, убьюсь. Я не знаю, что со мной произойдет. Вот, короче, кулачки. Как думаешь, там сложнее будет, чем на том? Обычно, вот по опыту своему, ребят, я прошлый тренажер, ковер-самолет, пришел, я думал, ну, ребята, чего вы мне подсунули? Я сейчас, я катаюсь на сноуборде 20 лет, сейчас я вам покажу. Да ты тоже был уверен в себе. И смотри, и с этого момента вставки. Ну, вы помните вообще, что там происходило? Я надеюсь, здесь я падать буду меньше. То есть, ну, чтобы был прогресс. Надо просто на каждом тренажере меньше падать. Пристегиваем первую, какую ногу? Ну, вообще ведущую. Переднюю. Да. Но здесь мы пристегиваем заднюю. Заднюю? Почему? Сейчас объясню. Значит, пристегиваем заднюю ногу. Совершенно спокойно пристегнуть что одну, что другую ногу. Но со второй ногой возникнут проблемы. Поэтому мы будем ближе к поручню, когда будем застегивать вторую переднюю ногу. Поскольку он стоит в очень неустойчивом положении и привод не включен, я блокирую ногой его перемещение, а сам он, если куда и может упасть, то только в сеточку. Предлагаю челлендж. В следующий раз я пристегнусь в первую очередь с ведущей ноги. То есть вы понимаете, я экстремал по жизни. Я без экстрима не могу. И сюда я пришел получать адреналин. Посмотрим. Да. Райдер пристегнут, стоит плоско, ничего не делает, держится руками за поручень. А если я попробую сам, прям без помощи? Попробую. Без помощи, ну сейчас тоже. Эксперимент. Включу. Сейчас. Просто подсказка. Подсказка. Надо сейчас, держась руками за поручень, сделать, попробовать быструю змейку. Окантовка вправо-влево. Ничего себе. Ну мы, короче, едем уже на скорости километров 30. Ну, нет, я задал скорость 55, просто углы закантовки маленькие. Ну меня так выкидывает, конечно. На скорости 55, может там поменьше есть скорость? Ну прям совсем лайтовая. Да. Ну мне просто хочется понять, насколько это к реальности вообще. Я это переношу на людей, которые вообще, ну, карвинг, может, чуть-чуть пробовали. Для них это прям вот совсем. Итак, значит, мы сейчас описываем достаточно средненькие дуги, коротенькие даже, я бы сказал, да? И теперь, помимо закантовки, мы слегка добавляем вертикальную работу ног. Не только на бэксайде, но и на фронтсайде. По экспресс-методике нужно сначала надо попытаться сделать короткие повороты, а потом начать их делать все шире и шире. Коротенькие повороты. Левую руку отпускаем, делаем поворотики. Да. Теперь поднимаем глаза и смотрим на себя в зеркало. Закантовку производим не только за счет работы в колене, но и чуть-чуть ломаемся в бедре. Не понимаю, если я медленнее давлю на доску, что-то не сходится такое Правильно, ощущение. потому что чем меньше угол закантовки, тем меньше возникающая сила. Потому что радиус-то у нас зависит от угла закантовки, точнее от его косинуса. То есть ты, получается, ускоряешься только за счет... Мы здесь не ускоряемся, мы здесь движемся со скоростью 55 км в час. Ну, сейчас 45. И как только мы закантовались, вот тогда на нас начинает действовать сила. А так мы едем на плоской доске, со скоростью 45 на нас не действует сила. Не-не-не, мне просто любопытно, насколько... Вот на сноуборде первое, если ты хочешь начать что-то делать карвинг, самый базовый карвинг — это встать, замереть и просто за счет заклонов, именно чтобы твоя голова тоже наклонялась. Так называется упражнение. Действительно, когда мы делаем первые шаги в карвинге, необходимо научиться делать повороты с заклонами. При этом мы сохраняем нашу основную стойку, и у нас нет никакой вертикальной работы в коленях. Чтобы встать на кант, мы должны увеличить угол закантовки, и в этих поворотах мы делаем это за счет заклона и работы голеностопов. Самый большой страх у большинства новичков — это делать заклон на заднем канте.
а именно плечи наклонить в сторону поворота. Этот тренажер помогает сохранять стойку и не совершать ошибок на этом этапе, чтобы вас не загибало в разные стороны. Также вы разберетесь с моментом перекантовки, чтобы вы при перекантовке не вставали на плоскую доску, а сразу переходили с канта на кант. И самое главное, тренажер помогает наработать мышечную память при заклонах и натренить вестибулярный аппарат. На самом деле, ребят, советую, если вы вдруг придете на этот тренажер, то очень важно, критически важно, это настроить крепление под себя. И ботинки, и крепления, они прям сильно влияют. Поэтому крепление с собой взять не сможете, но ботинки обязательно берите. Мне кажется, нужно взять урок по скейтбордингу. Ой, давай посмотрим сюда. Всем привет, это Игорёха. Вот эта штука, которую вы только что увидели, давай прям на ее фоне поснимаемся. Ну, как бы ребята говорят, есть зеркало, надо смотреть в него. Я такой, вау, прикольно. Ну, зеркало, там, все видно, там, нормально. А потом потом ребята закрыли, короче, зеркало. И я поднимаю голову и понимаю, что я ничего не вижу. И у меня как движения сковали меня. И в этот момент я понял, насколько это круто. Это очень мощно. Крайнюю точку сел, встал, сел, встал, сел, встал, сел. Мощно. Когда ты катаешься и смотришь на себя сразу же со стороны. То есть это сравнимо с видеозаписью. Представляете, на сноуборде, если у вас будет личный видеограф, который очень круто катается и будет всегда вас снимать спереди. Вот это личный видеограф. Буквально стоимостью, я не знаю, 1010, вот эти большие два зеркала, вот здесь для вас это бесплатно. Но это очень круто, очень хорошее преимущество. Нам еще предстоит прокатиться по буграм. Вот что это вообще? А типа самый жесткий уровень или есть пожестче еще? Бугры? Да. Мы с ним пробуем самый жесткий уровень вообще. Ну, бугры это такое мясо. С лавиной. С лавина? Лавина. Где мой airbag срочно? Ну, то есть без лавинки мы никуда по лавинам не поедем сегодня, я тебе серьезно говорю. Бипер, щуп, лопата. Быстренько нужно сделать наши, соответственно, научения, и тогда побежим. Чтобы она повернула вообще, я хочу уже уехать на ней, реально, вперед. Ребята, я не знаю, сколько это стоит штука, бля. Я надеюсь, нас не штрафанут. Надеюсь, не пару миллионов мы только что сломали. Руку давай. Не, посижу. Был превышен угол закантовки. Предельный. Поэтому он отключился. А сколько предельно? 65 градусов. Вот я, на самом деле, слышал про это, и мне было любопытно. Сегодня я вжигал, я думал, блин, когда же эта штука сработает? Я про нее знал. И я думал, что если она сработает, я реально улечу куда-нибудь в зеркало, вон туда. Но очень как-то вообще ничего не почувствовал. Но угол закантовки 65 градусов, друзья. Вы, блин, попробуйте сначала его сделать, я вам так скажу. Если вы только вот так штабелем не упадете, ну, по-другому сделать этот угол закантовки очень сложно. Фу. Это самое экстремальное шоу на ютубе, и мы сейчас пробуем максимально опасный трюк на этом тренажере. Мы будем пристегивать эту доску, начиная с ведущей ноги. Как вы сказали, ребята, это практически невозможно. Так ли это? Давай посмотрим. Давай посмотрим, давай проверим. Ты готов? Вы готовы? Я не готов, мне страшно. Игорь, возьми меня за руку. Игорь, мне страшно. Да, ладно. Вот, ну ногу я пристегну. Ага, я, кажется, понял. Да, ну, в целом. Это было невероятно страшно. Спасибо всем, кто переживал, спасибо всем, кто волновался. Мы справились. Без вашей помощи и поддержки, естественно, этого бы не произошло. Спасибо, ребят. Молодец, дружище. Рад был с тобой находиться в этот момент. Бро, мы живы. Ну, ребят, для тех, кто не знает, повороты карвинговые с разгрузкой вверх. Мы перед поворотом встаем. После того, как мы повернулись, мы плавно приседаем. Потом опять перед поворотом встаем. Потом плавно приседаем.
Вот, собственно, и все. При поворотах с разгрузкой вверх у нас добавляется вертикальная работа в коленях. Перед поворотом мы выпрямляем колени, а после поворота постепенно их сгибаем. Это нужно, чтобы лучше прогружать доску, и она стабильнее вела себя на скорости, и вы лучше обрабатывали неровности, если они есть. Эта техника вам понадобится, чтобы карвить по участкам трасс с сильным уклоном. А еще эта техника используется в спортивных карвинговых поворотах с использованием ангуляции. Таким образом, на этом тренажере к заклонам, которые мы уже потренировали, мы добавляем вертикальную работу коленей и получаем разгрузку вверх. Мышечная память тренируется великолепно, и на снегу вам будет намного проще освоить эту технику. Как и говорил, спортивные повороты делаются с использованием ангуляции для увеличения угла закантовки, чтобы контролировать резкие повороты на большой скорости. И тренажер также нам в этом помогает, чтобы натренировать мышечную память. Технику поворотов с использованием ангуляции не будем здесь разбирать от А до Я. Главное, чтобы у вас было понимание о том, что ее можно потренировать. То есть вы просто на месте, грубо говоря, стоите влево-вправо. Нету торсионки у сноуборда, он тоже просто, дощечка просто прикручена. Продольной работы у вас нету. То есть вообще очень много факторов. Левое плечико чуть повыше. Левое чуть повыше. Левое? Левое, да. Во, хорошо. Тоже это следующий уровень карвинговых поворотов после поворотов с заклоном, чтобы у вас больше стабильности получалось на поворотиках, чтобы была вертикальная работа за счет коленей. И дышим, потому что мышца работает в гораздо более серьезном режиме, чем в реальности. Поворотов много. Я прям... А мне нравится японская техника, как они работают восьмеркой в карвинге. О, вообще какой кайф! Просто такой дикий кайф. Ну как у меня получается? Получается прекрасно. Мы молодцы, мы сделали это. По сравнению с прошлым тренажером, мы просто достигли невероятных результатов, ребят. Нет, ставлю небольшие неровности. Чего и будет сейчас, я не знаю, ребят. Что такое вообще, блин? Меня к этому жизнь не готовила. Что происходит? Сломался аппарат. Так, я понял. Включился вибромассажер. Массажирует сейчас мои ноги. То есть я как будто по щебенке еду. Это разбитый склон в конце дня, Ага. по которому ездили лыжники. Ты, походу, после лыжников не гадался, Я, да? походу, во-первых, после лыжников такого в моей жизни не было ни разу. Это первый раз. Это вот ты в конце дня говоришь, меня хотел лыжники, реально, весь склон раздолбали. О! Ну вот это уже реально началось что-то интересное. Я не могу ничего сделать. Здесь прям, я не привык в карвинге дубасить постоянно по разбитому склону. Что мы делаем? Мы делаем авальман. Так меня еще никогда в жизни не называли. Пускаем бугор. Ну это старый лыжный термин. Короче, нам многому сноубордистам надо поучиться у лыжников. Я вам отвечаю, они реально шарят. Они изобрели эту херню, во-первых. Вот это, кстати, сила, которая воздействует. Вот, можно экран заснять. Вот смотри. Я понял, как бугры имитируются на этом тренажере. То есть, по сути, когда вы заезжаете на бугор, вы не, ну, если вы резанный поворот делаете, ну, вообще на буграх карвинговые повороты, это вообще просто сумасшедшим, надо быть отбитым экстремалом. Ну, как бы. И здесь как это проявляется? То есть, как будто мы заезжаем на какой-то бугор и с него соскальзываем на канте. То есть, и получается такой некоторый срыв. То есть, мы не всегда едем в резаной дуге. То есть, мы заехали, оп, 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 и нас с этих кочек срывает постоянно. То есть здесь то же самое, ты вроде едешь в закантовке, и потом оп, провалился тренажер, оп, провалился тренажер. То есть на самом деле, ну это сложность, ну, ты уже не расслабленный с закрытыми глазами. То есть здесь уже, но все равно привыкнешь. Чаще всего кочки проще проезжать в средней позиции, когда верхняя часть тела практически статична, и все неровности обрабатывают колени, как подвеска на новых Гелендвагенах. И как раз эту технику мы можем отработать на этом тренажере. Сгибаем колени сильнее, чем в основной стойке, при этом верхняя часть тела статична и работают только колени. Также у нас есть техника, которую мы используем при катании в паудере.
Нам также подойдет техника, когда вы в средней позиции, ну еще и разгрузка вниз. Когда мы едем в паудере, мы как будто отталкиваемся от снега, упираясь в него. 30 градусов, а угол уклона это 54 градуса. То есть это трасса Харакири. Слышал? Я самоубийца вообще, понимаете? Где мой меч? Есть разные клиенты. Те, которые пришли вообще нулевики, продолжающие, мастера и спортсмены. Каждый из них на этом тренажере может получить то, что ему нужно. Нулевик получит понимание того, что он должен делать, укрепить свои мышцы и перейдет в следующую весовую категорию. Продолжающий сможет перед зеркалом исправить ошибки, усовершенствовать свою технику, потренировать то, что не было потренировано раньше. Человек, который уже катается мастерски, он может использовать этот тренажер для предсезонной подготовки. Спортсмен может выйти на трассу и проехать, объезжая вешки. Мы пока этого не проходили еще здесь. Это с проектором гасить свет. Просто это надо по-другому снимать. Поэтому эта машина универсальная. С учетом того, что она может работать и для сноубордистов, и для лыжников, она идеальный инструмент. В моем понимании, 3 технологии, которые помогают сноубордисту быть богом. Это Skytech, это Power Plate и электромиостимуляция, которая помогает без движения укреплять мышцы, сухожилия, место крепления сухожилий к костям и делать из человека более сильного. Вот это 3 технологии, с помощью которых можно настолько себя прокачать, что ты себя не узнаешь уже через полгода. Надо просто понять, что это такое. Хорошо. Это похоже, знаешь, похоже на... Пенис. Ну, посмотри, на что это похоже. Powerplay. Ребят, в комментариях скажите, реально, что это такое? Как вы считаете? Или на что это похоже? Смешные комментарии тоже хорошо придутся. Ладно, для чего это? Мы на нем можем производить как растяжку, так и упражнения и самомассаж. Да. Парень, его бросила девушка, он сидит и плачет. А, это массаж спины, ребят. Отбой, это всего лишь массаж спины. Все нормально с парнем, все хорошо. Все, поперли. Поехали. Ой, а я не хочу пятки открывать. Каша, я не могу. Это такой, это вообще такой... Слушай. Ой, нифига себе. Это может быть и закачка мышц, и расслабление. Похоже на этот. Есть такие вибромолот, короче. Да. Похожая штука, да? Ну, это дороже, 500 раз. Да? Цели поставлены? Я вообще в кайфе, реально, блин. Как будто на сноуборде покатался. Реально такая отдушина, вообще супер. Я не могу. Ну что, мы выключили свет, потому что сейчас будет полное погружение, так сказать, в Virtual 3D, вот эти 3D очки и так далее, потому что перед нами экран. Мы сейчас... Ой-ой-ой, куда мы... Удивился. Я упал. Я просто испугался. Смотри, куда я лечу. Я не еду, я выпрыгнул. Мы вообще проигрываем. Все. Да? Вот я, короче, все, пошел. Ой. Я не в ту сторону объезжаю. Ладно, как? Вот. А трамплин есть? Вот, поехали. Вот. Зарабатываем очки. Олимпиада 2022, вперед! Жесткие дисциплины. Так, я уже жду приглашения в сборную. Я все, опять проигрывать стал. Ну, короче, ребят, не зовите меня, мы продуем 100%. Китайцы купили 3 таких аппарата для своей сборной. Да ладно. Но наши сборные по жестким дисциплинам и так красавчики. Они молодцы, реально. Но это очень интересно. Опа! Ты понимаешь, звездное небо, как на крыше Роллс-Ройса. Подведем это.
Если вы хотите прогрессировать в поворотах, то этот тренажер реально работает. То есть я сегодня ощутил себя, как будто покатался на сноуборде. То есть вообще прям не шутка. Если у вас как бы все нормально с воображением, вы вообще париться не будете. Вы будете ощущать, как будто вы покатались сегодня на сноуборде. Хоть я и смотрел в зеркало. Может быть, потому что я себя очень люблю. Да нет, на самом деле, да, люблю. На самом деле очень круто имитирует технику, если вы хотите совершенствовать свои повороты карвинговые, то есть обучиться основным техникам, то есть о которых я и говорил. Эти же техники в карвинге, они нам пригодятся при катании в паудере. Вот прям свежевыпавший снег, даже здесь есть такой режим, типа soft snow, свежий снег. Честно говоря, сильной визуализации, прям как в свежем снегу, здесь нет, но работа тела, как работают наши колени, как работают наши ноги, это абсолютно приближено к реальности. Я поэтому сегодня кайфанул вообще. То есть особенно карвинговые повороты, есть, например, рейс-техника, там какие-то спортивные повороты. Есть, например, карвинговые повороты, которые делают японцы. У них прям вообще, они прям делают восьмерку. То есть разные техники есть. Тот же Райан Нептон вообще в статичной стойке едет, делает какие-то повороты. И все здесь это можно отработать. И я могу сказать, если подводить итог, что для новичков, которые там начали делать на сноуборде, но карвинговые повороты они не освоили, здесь точно вы получите очень много профита. Голова начнет работать, вы начнете наклоняться, делать заклоны, ваши колени начнут работать. Мышечная память, в общем, у вас появится максимальная. Если вы умеете уже карвить, освоить более сложные техники, разгрузку вниз, там, среднюю позицию, то есть это то, что поможет нам во фрирайде, отточить технику, вот это очень хорошо. Если грамотного найдете инструктора, вот прям это должен быть настолько грамотный инструктор, который сам катает. Вот я вам настоятельно рекомендую найти такого инструктора. Совершенствование техники, даже если у вас есть какие-то навыки, здесь реально. И вот то, что инсайт, который мне пришел в голову, вот эта история, это не история про межсезонье. Вот прям не про межсезонье. Ее нужно и как бы в межсезонье использовать, но и в течение самого сезона можно там иногда приходить и править ошибки, которые у вас есть на снегу. Вы на снегу карвите, и у вас есть ошибки. Вы не можете их исправить, потому что там, со стороны нужно постоянно снимать много факторов. А здесь вы можете супер много сделать поворотов, можете посмотреть на себя сразу же перед зеркалом, инструктор сразу же здесь прямо на месте все скажет, и вы можете мышечную память, рефлекторную дугу вот эту сломать, ошибку поправить, если она, конечно, может исправиться на этом тренажере, потому что здесь есть ограничивающие факторы некоторые. Из того, что этот тренажер нам не дает, это у него нулевая скорость, вы просто на месте стоите, естественно. Рельеф как таковой не меняется, то есть скорость закантовки она меняется. Теоретически это предполагало, что у нас угол наклона меняется, но по сути практически это особо сильно здесь не ощущается. Вот. На сноуборде у вас прям нормально начнет ускорять, у вас всегда будет разная скорость. Естественно, здесь вес держится всегда посередине, вы пристегнуты, у вас никуда вообще абсолютно не двигается сноуборд. И то есть если вы вперед, конечно, грудью не валитесь совсем, то у вас вес будет сохраняться посередине, но даже если он будет не посередине, неравномерно распределен, на сноуборде, если вес неравномерно распределен, у вас может доска с канта слезть, то есть будет часть загружена доски, а другая часть будет разгружена. И вы с канта слезете, карвинг пропадет. Здесь этого добиться, здесь ничего это не произойдет. Вы на переднюю ногу, если сядете, у вас доска никуда не уедет. Вы так и останетесь на месте, прикованными к тренажеру. То есть это не даст никаких серьезных последствий. Вы их даже можете не замечать. А вот на сноуборде вы это сильно заметите. То есть вот этот момент, который нельзя учесть, так сказать. Продольной работы нету. То есть, у вас как раз доска зафиксирована на одном месте, продольной работы не можете делать. То есть, например, на средней позиции тоже на каких-нибудь поворотах, тоже карвинговых, там, с ангуляцией, могут быть прокаты вперед. Но в целом это, этого нету, ну и что? Но это же не сноуборд, не настоящий, то есть это уже это имитация, это тренажер. То есть для каждого уровня катания можно найти свой профит именно в этом тренажере, как об этом сказал Максим. Вот, и я с ним, в принципе, согласен. Основной плюс — это, конечно, выработка мышечной памяти. То есть, когда у вас разные техники идут, делаете сначала одну, потом другую, все,
Мозг дает сигнал вашему телу, что нужно ему делать. Вы здесь это отрабатываете, на снег приходите, все, у вас уже автоматом начинают ноги работать, тело начинает работать. Там нужно будет подкорректировать технику, также на снегу она может быть отличаться. Вот, привыкнуть надо, там голеностопчики будут по-другому, может быть, работать. Определенно лайк, профит. Вот этот тренажер мне понравился. Ребятушки, напоминаю, мы находимся в Urban Ski. Контакты ребят будут внизу под этим видео. Если у вас есть какие-то инновационные методики обучения сноуборду в межсезонье, либо на снегу, пишите мне, обязательно про вас расскажем. Интересно знать абсолютно все, что происходит в мире сноуборда, следить за трендами, новостями, как это может нам помочь. А также смотрите другие выпуски наших тренажеров для сноуборда. Они будут также здесь внизу в описании этого ролика. Ну и, конечно, ставим лайкусики, шлепаем колокольчики, делаем репосты, рассказываем друзьям. Мне кажется, выпуск получился интересный. Я всем рекомендую прийти к ребятам, поддержать, может быть, в другие залы, тоже, где есть Skytech. Придите, потренируйтесь. Я уверен, вам понравится. Пишите в комментариях, во-первых. Вот как считаете сами, насколько это рабочая тема? Рабочая или нет? А также пишите обратную связь, если сходите, реально попробуйте потренироваться. Будет интересно посмотреть и почитать. Всем пока, до встречи, увидимся.